Всем привет! В этом видео мы соберем модуль, с помощью которого будет очень удобно программировать восьмилапые микроконтроллеры семейства Attini в DIP-исполнении. При этом в качестве программатора по-прежнему будет выступать Arduino Uno, а наша плата будет размещаться поверх Arduino. И больше нам не придется возиться с проводами, собирая все на макетной плате. Сама идея такого модуля не моя. Подсмотрел у одного из зарубежных видеоблогеров. Но я решил немного видоизменить проект. Получилось ли интереснее, судите сами из этого видео. Для работы нам понадобится двухсторонняя монтажная плата 3х7. Можно взять коричневую плату и подогнать под нужный нам размер. Восьмипиновое гнездо для размещения Attini покупается готовое или сооружается из двух четырехпиновых гнезд. Вот такая гребенка контактов. Два четырехпиновых однорядных гнезда. Это опционально, можно и без них обойтись. Они нужны для того, чтобы, не вынимая Attini, можно было протестировать некоторые скетчи. Например, тот же Blink. Конденсатор на 10 микрофарад и провода. Еще я хочу добавить к плате USB разъем, чтобы можно было запитывать плату от внешнего источника через USB кабель. Можно взять разъем мини или микро USB, но я возьму обычный. Его установить будет проще всего, так как шаг между его ножками как раз соответствует шагу отверстий макетной платы. Отламываем от гребенки 6 и 8 контактов. Можно и по 4, так как именно столько пинов Arduino Uno у нас будет задействовано с каждой стороны. Но, на мой взгляд, 6 и 8 более удачное сочетание, так как плата удобнее размещается на Arduino и сложнее ее воткнуть не в те пины. Вставляем гребенку из 6 контактов в пины с 8 по 13 Arduino, а гребенку из 8 контактов в противоположные пины, где у нас питание и земля. Устанавливаем на воткнутые гребенки монтажную плату, таким образом, чтобы все контакты гребенки у нас разместились по центру каждой из сторон платы. Смажем место припоя флюсом. Лучше использовать вот такой вот тонкий припой. Он быстрее нагревается, быстрее расплавляется и можно быстрее все припаять. И начинаем припаивать контакты гребенки к плате. Паяльник долго на месте не держим, чтобы не расплавить пины ардуинки. Теперь устанавливаем на плату гнездо для Attini. С той стороны, где у гнезда небольшая выемка, у нас будут 1 и 8 пин Attini. Получается, что выемка у нас смотрит вниз. Припаиваем гнездо Attini к монтажной плате. Рядом с ним припаиваем 4-пиновые гнезда с каждой стороны. Размещаем и припаиваем к плате USB разъем.
Настало время припаять соединительные провода. Я изготовил и залудил 3 вот таких вот маленьких провода, которые у нас будут соединяться с 11, 12 и 13 портом Arduino. 12 и 13. Припаиваем все 3 провода сначала с одной стороны. И припаиваем с другой стороны. Теперь берем вот такой вот кусочек зеленого провода. И один его конец припаиваем к гнезду, там, где у нас будет первая ножка от Этини. А второй его конец припаиваем к контакту, где у нас будет 10-й пин Arduino Uno. Теперь нам нужно соединить 8-й пин от Этини с плюсом, а 4-й пин, вот этот вот, с землей. То есть земля у нас третья ножка, а 5 вольт у нас 4-я ножка. Теперь берем красный провод и соединяем его с выходом 5 вольт и 8-м пином от Этини. И после этого припаиваем. Далее берем конденсатор и соединяем 2-ю и 6-ю ножки. Припаиваем ножки конденсатора к разъемам, которые у нас будут замыкать землю и ресет Arduino. Все, плата готова. Прежде чем устанавливать на Arduino Uno, решил проверить качество всех соединений на макетной плате. Подключаем источник питания. Берем вот такой вот светодиод с уже припаянным резистором на 220 Ом. Проверяем соединение 8-го пина с напряжением 5 вольт. Все работает. Далее последовательно проверяем соединение остальных пинов. Работает. Работает.
Ага, значит, вот этот мостик у нас не пропаян. Далее проверяем первый пин от Etini. Тоже работает. Последнее проверим землю. Все работает, кроме одного соединения, которое мы сейчас дополнительно пропаяем. Берем от Etini 13 и устанавливаем специально подготовленное для него гнездо. Теперь берем светодиод припаянным резистором на 220 Ом. Короткую ножку светодиода соединяем с четвертым пином от Etini, а длинную с пятым пином. Устанавливаем наш самодельный модуль поверх Arduino Uno, тщательно соблюдая соединение всех пинов. Arduino Uno у нас должен быть уже в режиме ESP программатора. Как это делается, я рассказывал в позапрошлом видео, ссылка появится вверху в подсказках. Выбираем Sketch Blink, выбираем нужную плату. В данном случае речь идет об Etini 13, но эту плату можно использовать и для программирования других микроконтроллеров семейства Etini. Etini 25, 45, 85. Загружаем вначале загрузчик. Загрузка прошла успешно. И после этого загружаем сам Sketch Blink в Etini. Светодиод начинает мигать. Теперь вынимаем плату и подключаем внешний источник питания. Светодиод также мигает. Спасибо за просмотр. Надеюсь, видео кому-нибудь будет полезным. Далее мы будем делать различные самоделки с использованием микроконтроллеров семейства Etini и некоторых моих героев из прошлых роликов. Кому интересна данная тема, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До встречи в новых видео.